И мне кажется, мы в эфире. И мне кажется, мы в эфире. И мне кажется, мы в эфире. Здравствуйте, товарищи. А, команда Ил-2 «Штурмовик. Битва за Сталинград» начинает долгожданный, наверняка долгожданный стрим по, собственно, игре. Сегодня для вас вещают Альберт Жильцов, АК Лофт, генеральный продюсер проекта, и я, Андрей Шумаков, он же Зак, главный комьюнити-менеджер игры. Здорово, дорогие мои почемучки. Очень рад, что мы можем попробовать совершенно новый формат с вами общения. Как вы знаете, мы всегда старались быть открытыми. Буквально с первого месяца, как мы начали разрабатывать проект, мы сначала это была просто моя инициатива, сейчас уже можно сказать, что это некая политика проекта. Общаться с вами по пятницам, что-то рассказывать, отвечать на вопросы. И в действительности это здорово. То есть, это здорово не только для вас, это здорово еще и для нас, потому что нам помогает оставаться в тонусе, знать о том, что эти пятничные апдейты ждут. И это здорово. Это, как сказать, дает нам возможность всю неделю и самим, в общем-то, находиться в предвкушении того, что в пятницу мы вам что-то сможем показать. Дневники всегда были такими, настоящими, то есть в действительности мы показывали всегда то, что имеем на данный момент. И очень благодарны вам, что вы всегда с интересом смотрели, много комментировали, общались, были сдержанными, что позволило нам поверить в то, что вот такая вот открытость — это хорошо. Сегодня мы решили устроить некий эксперимент, потому что, как я сказал, был текст, были картинки, было видео, а сегодня вот видео будет непосредственно сразу с нашими комментариями. Вот такие модные сразу. Модные, хипстеры, как нас назвали. Хипстеры, конечно. Вот. И если это вам понравится, и если это для нас будет удобно, то я думаю, что, может быть, мы вообще перейдем вот на такой вот формат новое общение. Потому что, конечно, легче, когда ты что-то показываешь, сразу комментируешь. Вот. Сегодня мы будем говорить с вами на русском языке исключительно. Вот за это, наверное, сейчас попросим сразу извинения у наших иностранных участников, у зрителей. Да, и я точно знаю, что товарищи из разных стран мира нас сейчас смотрят, поэтому маленькое такое обращение. Gents, everyone. Hello. Yeah, this is Loft, this is Zach. And as it's been said before, the record of the stream is going to be published later with English subs, probably with German, I'm not sure about that, but it's definitely going to be with English subs later. And we're sure that you might not understand a word today, but we're doing it for a certain reason, because it's the very first experience for us, so we're a bit nervous, so not to mess anything up, it's going to be in Russian. So I hope you're going to enjoy what you see today, and you're definitely going to understand what it is, because as I said before, in a few days it'll be published with English subs. Все, мы извинились. Да. Перед иностранными участниками. В будущем попробуем, конечно, дублировать сразу на английском языке. Давайте не будем затягивать. Ничего сногсшибательного мы, к сожалению, для вас не подготовили. Этот тест мы его специально устраиваем в среду для того, чтобы уж очень много зрителей не было. Потому что сами немножко волнуемся. Мы такие начинающие звезды с Андрюхой стримов. Вот. Поэтому мы будем сегодня показывать вам кусочек той же версии, которую когда-то показывали в Соединенных Штатах. Это все та же преальфа, в ней все так же много чего не хватает. Поэтому будьте все-таки милосердными критиками, потому что к конструктивной критике мы прислушиваемся всегда. Сегодня мы с вами полетаем на ЛАК-3, расскажем про этот самолет в проекте, немножко сделаем, буквально постараемся уложиться там в какие-нибудь 30 минут, сделать кружочек, поштопорим для того, чтобы убедиться в том, что физика в проекте присутствует полноценная. Сядем, попробуем точнее сесть, потому что сегодня я тест-пилот, я сижу вот сейчас перед монитором, то есть все, что вы видите с моего монитора, я буду держаться за ручки и по ходу дела комментировать, поэтому если буду залипать, Андрей меня дернет, потому что иногда непросто, когда ты одновременно управляешь и говоришь. И насчет попытки садиться, насколько я знаю, у нас тормозов у лага. Да, вот в этой... хардкорно. Именно, да, в этой версии у нас нет тормозов. Все как у настоящих испытателей. Самолет выкачан, а тормозов пока нет. Я сегодня попробую без них обойтись. И, кстати, товарищи, я писал, что не обещаем ответов на вопросы, которые в чатике появляются.
По-прежнему не обещаем, но вы пишите, и пока будем летать, наверняка на что-нибудь интересное и полезное, конструктивно ответим. Где вы еще такую возможность получите? Что ж, перейдем к самолету. Собственно, сейчас на мониторах вы наблюдаете сам лак, таким, какой он есть в проекте. Много про внешний вид его говорить я не буду. Уже видели вы его и на картинках, видели вы его и в видео. Самое главное, что мы постарались использовать, в общем-то, максимум возможностей для того, чтобы передать этот самолет вот именно по симуляторному, то есть во всех его деталях, со всеми нюансами, но при этом оставить FPS на достаточно высоком уровне. То есть мы такие разумные разработчики. Считаем, что двигаться в будущее нужно постепенно. Самый большой недостаток этой версии, как и в прошлом, то, что в ней нету спецэффектов. То есть все, что будет происходить без спецэффектов. Я по ходу буду где-то комментировать, где они должны были бы быть, но их нету. И постепенно в будущих стримах вы все увидите. Еще раз про внешку. Мы постарались сделать ее максимально аккуратно, детально, в общем-то, не жалея полигонов, но и не тратя их там, где не нужно этого делать. Из интересных фичей, ну, можете увидеть о том, что, как много раз мы говорили, о том, что система освещения позволяет по-разному реализовывать блики на разных поверхностях, металле, дереве. Для лага это вот лаг выглядит так, все самолеты выглядят в этом смысле немножко по-разному, уникально. Здесь же вы видите само отражение, можно увидеть под острыми углами на крыльях. И, как я уже говорил, самое большое достоинство, что все это мы сумели реализовать при довольно скромных системных требованиях. Поговорим об анимации. Конечно же, как всегда, как это принято в симуляторах, все рулевые поверхности, все моменты самолета точно так же мы постарались восстановить или сделать сообразно тому, как самолет существовал. Иногда даже с какими-то небольшими нюансами, как сейчас видно под элероном, сделана механика, механизация. Здесь мы сейчас наблюдаем с вами такой экспериментальный у нас вариант, где мы сняли щитки, которые закрывают ниши шасси, когда шасси убирается. Вот видите, там немножко графических глюков даже осталось, то есть тень рисуется при отсутствующем щитке. Имеется в виду, что технология нам легко позволяет делать это так, что тоже очень для нас хорошо. То есть больше нюансов сможем показать, потому что на более сложных самолетах, таких как там П-2 или Хенкель, существенно больше различных устройств, которые могут двигаться. Возвращаемся к лагу. Что интересно еще, вот тоже первый раз мы показываем, до этого не показывали, вот видно покрытие аэродромное. Мы с вами сейчас находимся на Гумраке. Это пока, конечно же, тестовый аэродром, то есть еще очень-очень много работы впереди нам предстоит. Но хорошая новость, то, что мы сумели найти документацию практически по всем крупным аэродромам, которые будут представлены в Сталинграде, и каждый из них будет сделан уникальным. То, что касается полосы, ее размеров, рулежных дорожек, капониров и т.д. и т.п. То есть и в этом смысле, и в этом месте мы тоже сумеем сделать реконструкцию. Мы сейчас находимся на Гумраке, и вот забавно, что мы нашли фотографии, которые говорят о том, что покрытие полосы было именно таким. Да, очень специфические такие шестигранники. Современные, да, очень. Мы же смеялись, что Mass Effect такой натуральный получился. Да. Давайте отправимся в кабину. Я сейчас сижу в тракире, у меня 4, стоит дефолт, поэтому, в общем-то, не всегда, может быть, мне получится показывать какие-то сверхудачные ракурсы, потому что не очень мне привычно. Простите меня за это с самого начала. Кабина, как и самолет, выполнена достаточно детально, насколько мы смогли это сделать. Представлено все приборное оборудование. Не все приборное оборудование пока работает так, как мы хотим, потому что работа еще ведется. Но в целом, я думаю, что в этом стриме мы уже сможем показать или рассказать какие-то нюансы и о самолете, и о приборном оборудовании. Мне все время кто-то задавал вопрос в скайпе, что будет, если при открытом фонаре встать. Вот все будет хорошо. Все будет как в жизни. Предстанем, увидим больше. Сейчас при открытом фонаре вот у нас углы обзора существенно больше, чем при закрытом. Ладно, закончу трепаться про это и давайте вернемся к самолету. Это 29-я серия, лак раннего периода. Много было вопросов, что такое автоматы и как они работают. Когда мы говорили про настройки сложности, мы говорили про автомат. Вот в данный момент у меня включен автомат с миссией, а все остальные системы я буду контролировать так или иначе в ручном режиме. Автомат. Автомат — это, как правильно сказать, наверное, робот, да?
То есть, ну как, роботизированная коробка передач. Он что-то будет делать все в реальном времени, но при этом мои руки останутся свободны. Вы можете... Альберт, извини, Да. сейчас на минуточку прервем, сейчас скайп пищит, сейчас мы вырубим его. Пищит. А мы не сможем его вырубить, потому что я перестану тебя слышать. Ну да. Нет, мы поставим красненькую такую, сейчас все сделаем. Давай попробуем. Сейчас, прошу прощения за технические накладки. Ага, вот так. Не беспокоить. Да, наверное, стоило с самого начала это сделать. Продолжай. Да, возвращаюсь. Вернулся. Говорил я про автоматы. Так вот, сейчас я на примере запуска двигателя в лаге покажу, что такое автоматы. Напоминаю, что в автомате у меня сейчас установлена смесь. Мне вот не очень удобно здесь сейчас тракером смотреть, но я вам покажу, что вот я передвигаю сейчас рукоятку тяги, ну газ, проще говоря, да, и мы видим, что происходит в игре реакция этой рукоятки. А смесью я двигать не могу, она рулится автоматом. Нажимаем кнопку E, старт двигателя, и видим о том, что ручка смеси пошла. Высотный корректор установился. Все это я делаю не руками, все это сделал автомат. Но сделано это с той же скоростью, с которой я бы это сделал руками. Поэтому вот это главное объяснение автомата, что автомат это не какое-то волшебство, а это просто некое, назовем это, упрощенная система, которая позволяет вам просто освободить руки. Сейчас дождемся вот щелчка магнита. Соответственно, мы можем все это практически вот назначить на любую ось, там, на кнопку и делать это руками. Да, о чем мы до этого и говорили, что если есть желание, то да, пожалуйста, вы можете всем управлять вручную. Запустили двигатель. Давайте поговорим немножко теперь о двигателе. О том, как все это работает. Над нами тут летают боты. Не обращайте внимания, что по каким-то своим ботским делам они это делают. Запустили двигатель. В данный момент шаг винта, поскольку я тоже буду управлять им вручную, установлен на минимум, то бишь винт максимально тяжелый, поэтому обороты невысокие. Первым делом, что я сделаю, это я прибавлю тягу двигателя. И прибавлю ее еще. Кстати, насчет винта, вот в чатике спрашивали, покажите изменение шага винта. Очень сложно это показать, потому что конкретно на самолете ЛАК-3, по-моему, гидравликой приводились лопасти в движение. Да я не инженер, да, все-таки продюсер, могу чего-то не знать. По-моему, гидравликой приводились лопасти в движение. И поэтому до того, как двигатель запущен, к сожалению, мы никак не можем продемонстрировать, как они двигаются. Да? Там нет давления в системе, оно да, не пойдет. Трюк такой забавный. Потому что пока только когда двигатель... Я могу вот так вот попытаться вам показать. Если мы посмотрим, то увидим, что широкий, ну как бы лопасти в движении размытые, достаточно широкие. Сейчас я буду менять угол, и будут происходить небольшие изменения. Вот. Ну, понятно, со звуком, так как увеличиваются обороты, и будет немного видно, что это двигается. Ну, видно не сильно, поэтому я не хочу особо акцентировать на этом внимание. Видно, но не сильно. Да, чуть позже, когда у нас появится какой-нибудь самолет с аэродромным питанием электрическим, мы сможем показать это чуть иначе. Ну вот сейчас пока показывал вам, как визуально это меняется, вы слышали в том числе изменение звука, потому что я сейчас менял только шаг винта. То есть делал винт легче, обороты росли. Давайте из кабины тоже послушаем, как все это меняется. Ну, при открытой кабине мы лучше, безусловно, все это слышим. Здесь мы больше слышим лопастей, безусловно, чем снаружи. Характер звуков совершенно разный. Да, кстати, сейчас напомню, что вот в текущей версии эффекты вот наподобие дыма из патрубков, снег... Да, их просто нет. Да, они выключены. Их просто нет. И огонь ведь просто будет, да? И огонь будет с патрубков? Да, конечно. К этой картинке, которую мы сейчас видим, не хватает, безусловно, самого главного, не хватает спецэффектов. Не хватает поземки холодным этим утром, не хватает снега, поднятого винтом при разгоне, не хватает дымного выхлопа при старте двигателя, при работе двигателя он, конечно, будет сдуваться винтом, не хватает огня, каких-то хлопков из патрубков. То есть много чего здесь не хватает, что пока отделяет нас от шоу-проекта, да, вот так назовем. Сейчас мы все-таки, наверное, говорим с теми, кто любит авиацию и следит за проектом, они нам прощают, скажем так, раннюю стадию, на которой мы все это демонстрируем.
Так, сейчас на секунду, вот все показал, наверное, да, по внешке, не хочу просто очень долго на этом тратить наше с вами время. Настояние на земле, какие-то основные нюансы рассказал, объяснил. И сейчас перейдем непосредственно к полету. Мне для этого нужно миссию перезапустить. Так будет просто удобнее, поэтому я на секунду вернусь на заставку. Перезапущу миссию. Это займет всего ничего. И отправимся с вами в полет. Полетное задание у нас очень простое. Как уже сегодня поговорили с Заком, я летаю без тормозов. В прямом смысле. Вообще парень без тормозов. И самолет у меня без тормозов. Кстати, Поэтому заранее прошу прощения у всех, кто хорошо пилотирует или является реальным летчиком. И вы будете смотреть сейчас мои выкрутасы, связанные с посадкой. Вот, не всегда мне до сих пор хватает высоты выйти из штопора. За это тоже делайте скидку. кстати, товарищи, вот сейчас в заставочке был лак с другим скином, не беленый, зеленый такой летний. Вот, можете насчитать, у нас уже есть 2 скина, как минимум. Ну, их, конечно, существенно больше. Про скины давайте сразу поговорим о том, что я уверен о том, что, конечно же, многие из вас, кто сейчас смотрит стрим, смотрят наши скриншоты, которые мы выкладываем, или видео, и имеют собственное мнение о том, как самолет должен выглядеть, потому что всегда очень большое количество споров происходит по поводу того, должен ли он быть, должна ли быть краска стерта больше или меньше. Закопченный пока. Конечно, там очень много всяких творческих мелочей, о которых, конечно же, всегда идет много споров. На это, на все мы хотим вам ответить. Система скинов в проекте сделана очень-очень-очень просто. И вы сможете сами легко рисовать свои скины, создавать их. И я уверен, что в этом смысле будет представлена, конечно, максимальная гамма. Вот у меня сейчас двигатель звучит громче, чем он звучал в прошлый раз, на прошлом стриме. Все, понял. Вернемся в игру. Все равно громче. Вот кто-нибудь в чатике подтвердите, пожалуйста. Пишите, пожалуйста. Есть ли разница в звуке, потому что если разница есть, то и сейчас это звучит лучше, то я могу еще погазовать для того, чтобы в этом получше услышать, как все это действует. Да, говорят, что громче. Громче, но норм. Эх, вот жалко, потому что, конечно, звук работы двигателя это такая приятная вещь. Я попробую, сейчас у меня вот нет тормозов, поэтому я буду очень аккуратно увеличивать тягу. Говорят, газуй. Не очень просто, потому что я сразу катиться начинаю. Не так все легко, да, у меня сегодня получается. Сейчас дождемся полной остановки. И давайте взлетать. Посмотрим опять же на приборчики, что все у нас на приборчиках работает. Выпустим немножко закрылки до 20-очки. Для облегчения, так сказать, взлета. Увеличим шаг. Отрываться будем на скорости порядка 200 км в час. Ну и, наверное, к взлету готов. Отлично, поехали. Очень большой момент от винта, поэтому буду сильно давить на педаль. Вот вправо, по-моему, да? Очень сильно. То есть фактически прям вот приходится на первой, до получения какой-то начальной скорости предвзлета необходимо прям очень активно педалировать. Вот я сейчас к краю полосы скатился, видите, даже нос чуть не понял. Но после того, как вот скорость набрали около 200, все проблемы с управляемостью отрыв исчезают. Плавненько, ну я громче стал разговаривать, потому что просто очень громко двигатель, слышу в ушах. Сейчас привык. Взлетели, смотрим на солдатики, выбираем шасси. Есть как механическая форма, так можно смотреть и на индикаторы в кабине. И выбираем закрылочки, нулевое положение, взлет завершен. Кстати, по поводу индикаторов, на этой неделе несколько уже было товарищей у нас в офисе, кто играл в игру с помощью рифта, смотрел на все, что в игре есть, через это 3D-хозяйство. И это, собственно, подтверждает то, насколько объемные приборы. Заходите. Да я сам стал, пожалуй, фанатом. Каждый вечер провожу время, просто выполняя штопора.
Давайте продолжать. Летели. Возвращаемся к аэродрому. Так, ребят, что по поводу голоса? Прибавить его там? Просто прибавить голос. Прибавить, в смысле, из-за двигателя не слышно. Я могу просто чуть погромче говорить, если это будет удобно. Я думаю, давай просто чуть-чуть прибавим. Сейчас попробуем. Так, лучше будет? Не знаю. Раз. Чуть потише я сделал. Внутриигровой звук, хотя мне всегда жалко. По мне, так мотор это более интересный саунд, чем я сам. Тут товарищ вообще хардкорный, просто открыть фонарь. Что сделал? Открыть фонарь? Давайте. Просто меня очень по ушам будет бить поток воздуха набегающий. И я сейчас себя вообще слышать перестал. И очень мерзнут уши. Ребят, по поводу лагов, раздропов нет, игра не лагает, смотрите в интернете. Не, ну стрим может всегда подтормаживать. Ладно, давайте вернемся к самолету, потому что технические проблемы будут всегда. Не хочу отвлекаться опять. Мы с вами примерно над полосой высоту набрали где-то километров 300. Достаточно для того, чтобы попробовать поштопорить. Убираем тягу. Скорость падает. Нас начинает потряхивать так ощутимо. Я ручку держу на себя. Где-то примерно 175 км в час начнется сваливание. Вот оно. И welcome to stopper. Каждый раз у меня есть проблемы с выводом. Ручка в нейтраль. Педаль. Ручка от себя. Тяга. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Вывод. И вывод. И вывод. Всегда вот у меня так вот на грани фола с километра. Лак очень охотно уходит в штопор, в отличие от 109-го. 109-й очень тяжело штопорит, потому что предкрылки позволяют ему, конечно, висеть на очень маленьких скоростях. Давайте повторим еще раз этот экспириенс. Максимальная скорость у Земли сейчас у лага у нас около 500 км в час, но чтобы добиться скорости около 500 км в час, разгонять его нужно, конечно, добиться некоторое время. 500 км в час Сейчас километр наберу. Повторим. Event. Газ убран. Что там по хронометражу, Андрюш? Не убиваемся мы никуда с тобой по времени? Ну, я думаю, уже можно заходить на посадочку. Понял. Ну вот отказать себе в удовольствии я не могу. Еще раз штопорнуть? Конечно. Ай-яй, с запаздыванием опять. Гибель героя, мне кажется. Вот примерно так у меня все выходит. Сейчас перезапущу миссию. Вот. На старуху бывает. Очень охотно лак штопорит.
Выводится он с запаздыванием. Я вот сейчас тут совершал пару ошибок, как раз хотел их показать. И видите, запаздывание существенное по выводу получается. Если здесь был, конечно, Андрей Петрович, то он бы мне сейчас высказал все по технике безопасности пилотирования. Все нюансы. Но если технику соблюдать, то есть если не сначала дать педаль, а не ручку, то выводится он довольно легко. Ну, опять легко, с чем сравнивать. Лак, в принципе, достаточно капризная машина для того, чтобы управлять им было ближе к искусству, наверное. Особенно в истребительном бою. Довольно легко срывается. И тяжелая все-таки машина очень. Так, поскольку я убился, то взлет нам с вами придется повторить. С процедуры запуска. На этот раз я просто совершу облет и сразу попробую сесть. Но на посадке тоже можете ожидать от меня разных чудес. Так как все так же существует вероятность, что без тормозов я все-таки укачу. Сейчас вообще без щитков взлетим. Попробуем, во всяком случае, без щитков взлететь. Долго раскручивается. Долго, конечно. Это мы сократили. В действительности 6 примерно оборотов в лопасти должны совершить, прежде чем... А в игре? Нет, в реальности. А, в игре сколько? А в игре 3 мы оставили. И то это довольно продолжительно. Сейчас еще размышляем. Где-то грань реализма. Шаг. Реализм и терпение, раз, да? Безусловно. На этот раз я сразу в карьер. Взлет вот на лаге довольно простая процедура, вот за исключением вот этого активного педалирования, так как на первом этапе, конечно, винт очень тащит за собой самолет. Ну, после набора скорости отрыв довольно мягкий у него. Чуть-чуть нас, видите, качает после взлета. И это все. Ждем индикацию шасси. Ушли шасси. Попробуем давайте совершить посадку. Посадка больших сложностей не имеет, за исключением выдерживания режимов. Порядка, наверное, 200 километров, 200-210 на глиссаде. Мне это почти всегда удается. Сейчас вот я изображаю из себя прям такого серьезного хардкорщика в полете. То есть у меня на экран не выведена ни скорость, ни высота. Я стараюсь смотреть на прибор, вот всегда опускаю голову. Альберт, не хочешь поиграться с утяжелением, отключением винта? Ну, это даст нам только обороты, пожалуй, наддув. Вот. Наддув изменился, оборот изменились. Сейчас у нас тяги не хватает. И ручку возвращаю назад в положение. Ну, это, я думаю, просто интересно, пожалуй, только специалистам, наверное, да, можно сказать. Поэтому я в этот раз не хотел акцентировать на этом внимание, на работе, в том числе приборного оборота. Да. Время выпускать шасси. Смотрим на солдатиков. Вышли. Рулить закрылками я буду уже только на глиссаде. Начинаем такой третий, совмещенный с четвертым. Я вообще не пилотажник. Я как типичный летчик-истребитель просто бегло считаю до 10. Но с другой стороны, парадиус с рулющим самолетом это тоже, Ну, кстати, да. немалого стоит. А какое время суток у нас? Утро, да? 9 утра, да, по-моему. Судя по небу и по часам влаги. Так, ну вот сейчас примерно 230 у меня движение в сторону полосы. Высоту я теряю очень-очень медленно. То есть вертикальная скорость у меня небольшая. Здесь начну прибирать газ. И выпускать закрылки. Потеря скорости началась ощутимая. Нос понесло вверх. Тягу еще прибрал. Немножко меня унесло, по-моему, ветерок у нас тут. Двигаюсь в сторону полосы. Вообще посадка, конечно, сейчас в БЗС это такой отдельный режим игры. Не самый простой. Особенно без тормозов. Чуть-чуть, вот видите, меня уводит.
как учил меня барсук, сначала повесить, потом коснуться. Повесил и коснулся. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. С небольшим козлом. На полосе я все-таки удержался. Вот отсутствие тормозов, поэтому буду вот так вот немножко рулями стараться тормозить, прижимать его. Я думаю, что снег еще поможет мне побыстрее встать. Ну вот как-то вот так вот вживую у нас это вышло. Здесь вот можно посмотреть работу подвесочки. Да, хорошо, это по сугробу. Да, по сугробу, сугробы всегда помогают и тормозить. Уберу щитки. И заглушу двигатель. Вот так вот вживую, да, у нас с вами все произошло. По хронометражу Ну, чуть больше, чем. в 30 минут мы очень хотели уложиться. Наверное, все-таки на стриме есть запоздание небольшое. Поэтому не знаю, насколько корректно я комментировал все для вас. Но в любом случае огромное спасибо всем, кто нас смотрел в этом самом эксперименте. Потому что для нас это тоже было впервые очень забавно делать что-то в реальном времени. Вы видели даже мою смерть. Родина лишилась еще одного пилота. Не часто такое видите, товарищи. Да не, шлепаюсь я сейчас как раз. Но не всем показываешь. Ну, конечно. Ну, я очень увлекаюсь. Слушай, топора — это такая моя любовь. Физика, аэродинамика позволяет делать их очень интересно. И это такая фигура, которая меня интересует. Видите, сегодня рискованно с 1000 метров хотел вывести. Да еще и показать запаздывание. Все, дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Большое вам спасибо, что потратили 30 минут, эти 30 минут для того, чтобы посмотреть проект. Еще раз напоминаю, что хотелось бы, конечно, чтобы вы были критиками конструктивными. Сегодня вы увидели очень-очень-очень ранний этап разработки. Впереди у нас еще достаточное количество времени для того, чтобы улучшать проект, но самым большим достоинством является то, что вот по результатам этих 9 месяцев работы, как вы можете увидеть, физика, аэродинамика и все аспекты симуляторной составляющей проекта в данный момент уже готовы, и мы сейчас с сентября будем переходить уже к этапу увеличения фичей, да, наверное, графически будем улучшать проект. Летят самолеты, привет, мальчишу. Симулятор у нас, в общем и целом, уже готов, да, наверное. Конечно, еще много работы с вооружением и с дэмэджем нам впереди предстоит. Конструктивную критику пишите, и по результатам стрима тоже. Если вам понравилось, сообщите нам об этом, для того, чтобы мы могли делать это чаще, потому что больших проблем для нас нет. Очень забавно находиться вот так вот в офисе, да, со своими рабочими компами, тем не менее с вами общаться. Все. Да, и Большое спасибо. товарищи, кто писал в чате разные вопросы по проекту, по игре, о том, что будет и что есть, будьте добры, зайдите на форум, на официальный сайт il2штурмовик.ру, и вот там, пожалуйста, вопросы. И повторяю, что будет опубликована, собственно, запись сегодняшнего стрима на нашем официальном канале. Вот. Надеюсь, что все пессимисты посрамлены, потому что одна из еще таких целей этой среды была все-таки доказать о том, что мы действительно отвечаем за свои слова, за свои действия. И вот так вот готовы рисковать и показывать вам все вживую. Так точно. Все, до свидания. Заканчиваем. Счастливо. Успехов вам во всех воздушных боях.